Берем весы, пачку кофе в зернах, взвешиваем 15 грамм, засыпаем мелкий помол. Заливаем 200 мл воды и включаем. Ждем, когда поднимутся края. Наливаем и ждем, пока осядет. А теперь трактат о кофе. Всем ассаляму алейкум. Я готовил в электрической турке, но процесс в обычной турке идентичен. Можно было бы рассмотреть, то есть исламские ученые-правоведы, юристы должны вынести решение согласно Корану и Сунне, является ли кофе дозволенным или является оно запретным. А чтобы вынести какое-то решение, нужно изучить это кофе. На хорошем кофе на упаковке пишут описание и его параметры, сорт, вкусовая палитра и так далее. Одним из них называется тело кофе. Это когда частицы кофе отталкивают от себя много воды, и она остается на поверхности языка и неба. То мы чувствуем кофе гладким. Если они впитывают в себя много воды, и она не остается на языке, то мы чувствуем кофе пыльным. Проще говоря, это похоже на ощущение молока во рту. Молоко бывает обезжиренное, 2%, 3%, 6% и сливки. Каждая из них во рту ощущается по-разному. Соответственно, разные виды и сорта кофе дают разные ощущения. И это мы рассмотрели только один параметр, а есть еще и другие. Например, высота кофе над уровнем моря, страна-производитель, способ обработки и другое. Было время, когда кофе только начало свое распространение. И никто не знал, что это за напиток и как он влияет на человека. Это было открытие того времени. Он прибыл из Йемена и только набирал свою популярность. Ученые того времени так и описывали его. Люди начали собираться вместе, чтобы пить этот напиток. И они называют его кофе. В то время некоторые распространяли необоснованные слухи, что кофе является опьяняющим напитком. А врачи того времени говорили, что он вреден для здоровья. И поэтому некоторые пришли к выводу, что кофе харам, оно является опьяняющим, оно наджаса и оно страшнее, чем алкоголь. И в то время появился большой исламский ученый, правовед того времени, юрист, факих Ибн Хаджар аль-Хайтами, который развеял сомнения относительно кофе, сказал, что это нормальный дозволенный напиток, который можно пить, нет в этом проблем. Кстати, интересный факт. Одна из рассмотренных мною книг, которую на русский язык можно перевести как «Трактат о кофе», имеет печать Гарварда. Вот эта книга, которую на русский язык можно перевести как «Трактат о кофе», и снизу мы видим печать Гарварда. И здесь возникает несколько вопросов. Почему трактат на арабском языке хранится в Гарварде? Зачем он им нужен? И как он там оказался?